Всем привет-привет! И сегодня у нас такое необычное задание. Скажем так, я решил немножко разбавить наши все построения, технические построения, вот такой вот фигуркой из всем известной распространенной игры Майнкрафт. Фигурка называется Крипер. И мы давайте для разнообразия, но в то же время для развития нашего пространственного воображения мы поставим нашего крипера на голову, построим изометрическую проекцию этой перевернутой бродячей фигурки и вырежем 1/4 от его фигурки и посмотрим, что у нас из этого получится. Как обычно, я начинаю с построения системы координат. Откладываю влево и вправо два угла по 30 градусов. Размеры фигурки у нас не заданы в данном случае, соответственно, что я могу делать? Я буду снимать размеры сразу же линейкой с вот этой вот фигурки, с вот этого изображения. Так как наш крипер будет стоять на голове, как-то вот так вот он у нас будет уже виден, только еще и повернут вот сюда. То есть начало координат у нас будет лежать вот в этой точке. Вот, соответственно, мы увидим теперь, что здесь у нас ширина этой фигурки у нас будет 22 миллиметра. И сюда пойдет 25 миллиметров. Как вы думаете, кто-то до этого разрезал крипера уже? Четвертовал его? Или мы только первый это делаем? Так, я рисую, как обычно, все в тонких линиях, чтобы нам, так сказать, легче было потом стирать ненужные линии. Так, что у нас здесь еще теперь имеется? Вот такие вот. У него задняя нога и передняя нога, как между ними такое расстояние. Так, посмотрите, вот это я нарисовал, в принципе, вот эту сторону, но перевернутую уже на голову. Теперь мне необходимо эту сторону как бы нарисовать вширь. И ширина нашего крипера 27 миллиметров. Так, посмотрите, что мы здесь теперь будем иметь. Когда у нас появились теперь его ноги вместо головы, то есть тут вот это ребрышко будет скрыто, но у нас появляются два дополнительных вот таких ребра, которые будут прятаться за передней ногой нашей компьютерной фигурки. И вот здесь точно так же от шеи, получается, уходит наверх линия. Все остальное будет невидимым, и я мог бы это в принципе не рисовать. Всегда поэтому я вам советую, рисуйте все в тонких линиях. Ну вот такой вот у нас будет наш крипер. И давайте, может быть, нарисуем все-таки немножечко его глаза, чтобы было видно, что это у него все-таки голова теперь находится внизу.
Да, наш крипер повергнут. Так что задрал ноги вверх и лежит теперь у нас он, или стоит на голове, занял позу йоги. А мне нравится он. Так, посмотрите, вот такой вот у нас получился крипер. Давайте я сотру все вспомогательные линии, но обводить детальку я пока не буду. Почему? Потому что мы же решили еще и отрезать у нашей фигурки 1/4. В принципе, то, что эта фигурка для нас никакой роли не играет, это для нас просто очередное задание по черчению. Мы развиваем пространственное воображение тем, что представляем, как будет выглядеть та или иная форма какой-либо фигуры, но с удалением 1/4. Ну, точно найти четверть, я думаю, здесь будет затруднительно, поэтому я так на глаз примерно найду здесь где-то вот такую вот точку и проведу. То есть одна секущая плоскость будет у нас идти параллельно фронтальной проекции. И одна секущая плоскость будет идти параллельно профильной проекции. То есть и провожу вот такую линию. Профильной проекции нам сделать проще. У нас его ширина 27 мм. Значит, мы откладываем 13,5 мм. Находим середину. И здесь у нас будет идти секущая плоскость. Так, посмотрите, как красиво здесь получается это все у нас. Ну и начинаем теперь отделять. Так, опять же, голову нам придется тоже разрезать пополам. Вот точка сразу же совпала с линией, с вот этой точкой. Это говорит о том, что я пока построение или представляю себя в голове все правильно. Так, стираем то, что отрезается, то, что удаляется. Я надеюсь, наш крипер не пострадает. Эта сторона у нас ничем особенным отличаться не будет, ничего в ней интересного не будет. А вот в правой стороне здесь будет у нас, как мне кажется, много интересного. Так, вот эта линия здесь не будет. Так, и посмотрите, нам необходимо не забыть, что здесь у нас идут его ноги. Вот так это будет выглядеть. Давайте теперь я обведу деталь, чтобы, так сказать, лучше и нагляднее у нас было видно. Сделаю штриховочку, чтобы показать, как удалилась у нас 1/4. И чтобы деталь наша приобрела более выразительный вид. Смотрите, вот эта линия до этого момента она была скрыта, шла вот здесь под ногами. Теперь же она будет у нас полностью видна, когда мы отрезали 1/4. То есть некоторые линии удаляются, а некоторые наоборот появляются и становятся видимыми. Как вам эта фигурка? Понравилась? Напишите мне в комментариях, что вы больше предпочитаете в качестве упражнений. Вот такие вот какие-то фигурки или сложные технические задания с какими-то фигурами неопределенной формы, какие-то уголки или еще что-то. Мне интересно знать ваше мнение, чтобы видео вам были не скучными, чтобы нравились вам, чтобы вы их смотрели и развивали свое воображение. Да, вот такое вот интересное у нас получилось сегодня задание.
один крипер попал под раздачу, но я надеюсь, все-таки это не страшно. Главное, что он пошел на пользу, на наше развитие. Вот. Правильно ли мы выполнили все эти построения? Давайте посмотрим теперь в 3D программу и сравним с тем, что я нарисовал. И взглянем, так сказать, на нашего крипера в 3D программе. И вот перед нами крипер. Всеми излюбленный персонаж знаменитой игры Майнкрафт. Посмотрите, я не любитель, не фанат этой игры, поэтому я особо не представляю, что он там делает в этой игре, чем он там занимается. Но фигурка получилась достаточно интересная. Я надеюсь, вам она тоже понравилась. Понравилось выполнение такого оригинального задания, в отличие, скажем, от всяких конусов и цилиндров. Вот, или каких-то технических уголков, технических деталей. Посмотрите, что будет. Давайте посмотрим, если мы перевернем нашего крипера и поставим его на голову. Посмотрите. Вот так он будет у нас примерно уже выглядеть. И если мы посмотрим на изображение нашего задания, выполненное на бумаге, посмотрите. В принципе, я считаю, что мы поставили его на голову достаточно точно. Скажем так, йогой он может заниматься, правильно? Вот, на голове стоять он уже может. Единственное отличие, что хочу вам показать, что в задании почему-то вот здесь нарисованы линии. Хотя выглядит это так, что все вот эти три поверхности находятся на одной плоскости. А так как у нас в черчении есть определенные правила, соответственно, здесь вот этих вот линий не должно было бы быть. Но так как они есть в задании, соответственно, я сделал специально голову пару миллиметров пошире, чем туловище нашего крипера. И ноги тоже я построил с отличием 2 миллиметра. И поэтому программа уже рисует здесь наличие двух видимых линий. Иначе было бы здесь одна поверхность без вот этих вот промежуточных линий. Ну и давайте теперь посмотрим, что будет с нашим крипером, если мы у него отрежем, или скажем так, удалим переднюю четверть. Вот так он будет выглядеть. Посмотрите на эту фигурку, на 3D модель и сравните с бумажным вариантом. Я считаю, что наше задание в принципе выполнено полностью правильно. Вот эта поверхность, она будет прямоугольником выглядеть. И на вот этой поверхности вот мы показали в принципе наличие двух ног у нас идет и промежутка между его так называемыми ногами. Все это изображено. Здесь у нас тоже голова отличается от туловища переходной линией. В принципе, все нарисовано полностью правильно. Давайте я вам немножко покажу, как этот крипер наш будет выглядеть. Вот, давайте. Вот так он будет целиком выглядеть. Я не знаю, как он скакать там будет, как он будет бегать. Так. Наверное, как-то так. Не знаю, удобно ему, нет, на двух ногах-то бегать. А у меня на этом все. Если вам понравилось задание, ставьте лайк, пишите. Просите какие-то интересные задания. Я буду пытаться найти что-то пооригинальней. Обязательно подписывайтесь на канал и дергайте за колокольчик. Еще будет много интересных, всевозможных, различных видео. Всем пока-пока.